Когда Эдди оставалось жить всего полгода, он хотел лишь покоя и счастья. Но когда он узнал, как его семья делит между собой его состояние, он совершил поступок, который вас потрясет. Эдди лежал на больничной койке, его хрупкое тело было поглощено разрушительными последствиями болезни. С замиранием сердца он слушал слова своего хорошего друга и адвоката Брайана. Его губы дрожали, а глаза расширились от ужаса. Он не мог поверить в то, что слышал. Его дети, те, кого он любил и о ком заботился всю свою жизнь, уже делят между собой его имущество. Эдди не чувствовал ничего, кроме беспомощности и сокрушения. С мрачными словами Брайан рассказал ему, как трое его детей, Джефф, Дэн и Марк, начали делить его имущество между собой. Никто из них больше не ждал выздоровления отца. Они узнали о своей доле в наследстве и уже распродают бесценные артефакты и выставляют на продажу его недвижимость. Брайан рассказал ему о том, как Дэн, самый младший ребенок, грозился подать в суд на своих братьев и Эдди, потому что считал, что имущество было разделено не в его пользу. Марк, второй ребенок, тоже был недоволен, потому что считал, что Джеффу досталась львиная доля наследства, и было бы лучше, если бы завещания вообще не было. Однако Джефф был непреклонен. Ему нравилось, как все было поделено, и он уверял их, что ничего не изменится. Они согласились только в одном. Деньги им были нужны в данный момент, и ждать больше было нельзя. Выслушав все это, Эдди почувствовал, как на него наваливается тяжелый груз разочарования. Тот факт, что его дети уже претендовали на наследство, пока он был жив и боролся за свою жизнь, показывал, насколько они материалистичны. Брайан сказал, что если не принять меры, ситуация выйдет из-под контроля. Однако Эдди не хотел ничего предпринимать. Они были его детьми, его плотью и кровью. Именно благодаря им он упорно трудился все эти годы, чтобы накопить все это богатство. Он долго думал, как поступить, но ничего не приходило на ум. В конце концов, он успокоил Брайана и пообещал подумать над этим вопросом и найти решение. Прожив долгую и насыщенную жизнь, он точно знал, что есть много вещей важнее денег. Эдди был мультимиллиардером, но в его преклонном возрасте это уже не имело значения. Он страдал от тяжелого сердечно-сосудистого заболевания, и врачи отвели ему менее 6 месяцев жизни. С тех пор он находился в больнице, платил хорошие деньги за то, чтобы находиться под присмотром опытных врачей, которые ухаживали за ним. К сожалению, казалось, что персонал больницы был единственным, кто был заинтересован в его комфорте и благополучии. Дети редко его навещали, а когда навещали, то никогда не задерживались более чем на 15 минут. Для человека, у которого была большая семья, это было действительно удручающе. До того, как Эдди попал в больницу, он жил один, и дети редко навещали его. И теперь, когда он боролся за свою жизнь на больничной койке, в его семье ничего не изменилось. Все, чего он хотел, это провести оставшееся время своей жизни счастливым и не испытывать ни к кому зла. Но поскольку его дети были такими эгоистичными и беспринципными в своем стремлении к деньгам, он должен был что-то предпринять. Спустя неделю после визита Брайана в больницу он все еще не придумал приемлемого решения, когда адвокат снова пришел к нему в палату, выглядя еще хуже, чем в прошлую их встречу. Эдди сразу понял, что произошло что-то еще. Дети обратились к адвокату несколько дней назад, попросив огласить завещание еще при жизни. Они с нарастающим нетерпением ждали смерти отца, и им нужны были деньги. То, что Эдди был жив, мешало их планам, поэтому они предложили адвокату $1 миллион, чтобы обойти юридические процедуры в свою пользу. При этих словах Брайан приостановился, чувствуя, как его захлестывает волна отвращения. Он не мог поверить, что его решили купить за деньги, разрушив десятилетия дружбы с Эдди. Эдди поблагодарил его за то, что он остался верен, и решил быть на правильной стороне.
Теперь он понимал, что его дети не остановятся ни перед чем, чтобы заполучить его деньги. Эдди был уверен, что никто из его детей не остановится на том, чтобы просто подкупить Брайана. Это был призыв к действию, который нельзя было игнорировать. Он велел Брайану назначить встречу на следующую неделю, чтобы рассмотреть завещание. Не прошло и 2 дней после этого решения, как Эдди испытал сильнейшее потрясение, когда Джефф и Дэн явились к нему в палату, объявив, что он в хорошем состоянии и надо отправляться домой. Это было настолько неожиданно, что Эдди сразу же заподозрил их намерения. Врачи посоветовали ему провести оставшееся время в больнице, чтобы он был под постоянным наблюдением на случай непредвиденных обстоятельств. Поэтому мысль о том, что они вдруг выпишут его, показалась ему выдуманной. Он поинтересовался, как они пришли к такому выводу, но ни один из сыновей не дал удовлетворительного ответа. Вместо этого они занялись сбором его вещей. Дэн принес складную инвалидную коляску и открыл ее, чтобы Эдди можно было в нее усадить. Казалось, они очень торопились увезти его оттуда. Однако как раз в тот момент, когда они собирались уходить, пришла медсестра на осмотр Эдди и была ошеломлена, увидев, что 2 мужчин грузят его в кресло. Она сразу же забила тревогу, потому что Эдди не был допущен к выписке. Вызвали врача, чтобы разрядить обстановку, которая уже выходила из-под контроля. Джефф и Дэн настаивали на том, что уезжают вместе с отцом. Ему осталось жить совсем недолго, и они хотели, чтобы он провел это время с ними, а не торчал в больничной палате. Доктор объяснил, насколько это опасно для Эдди, но Дэн упрямо ответил, что он знает лучше. Главное, чтобы они могли проводить время с отцом. Доктор спросил Эдди, чего он хочет, и старик категорически отказался ехать с детьми. Он чувствовал, что они что-то замышляют, и не хотел выяснять, что именно. Кроме того, персонал больницы был добрее к нему, чем его дети, поэтому он хотел провести свои последние дни в более позитивном окружении. Несмотря на его отказ, сыновья настояли на том, что он поедет с ними. Тогда врач вызвал охрану, чтобы вывести обоих мужчин из помещения. Они пытались сопротивляться, но в конце концов согласились уйти, когда доктор пригрозил вызвать полицию. Этот поступок детей стал для Эдди последней каплей. Он понял, на что они готовы пойти, лишь бы заполучить его собственность. Страшно было представить, что дети, ради которых он пожертвовал столь многим, пытаются убить его только из-за денег. На следующий день он вызвал Брайана в больницу, и они оба провели много часов вместе, работая над новым завещанием. Шли недели, а Джефф, Дэн и Марк продолжали жить роскошной жизнью со своими семьями. Они отправляли своих детей в дорогие школы, чтобы те могли летать по всему миру. Это было лучшее время в их жизни. И дальше все должно было стать только лучше, по крайней мере, они так думали. 3 месяца спустя Эдди скончался во сне поздно ночью. Об этом стало известно его семье и адвокату. Брайан долго и безудержно рыдал. Тот факт, что смерть была ожидаемой, ничуть не облегчил переживания горя. Его дети, напротив, были вне себя от радости. Они сразу же начали планировать его похороны, чтобы можно было прочитать завещание и разделить все имущество. Дети пытались ускорить процесс, но Брайан отказался. Он настаивал, чтобы они не торопились. Если бы не он, Эдди похоронили бы без церемоний, и никто бы об этом не узнал. Однако благодаря Брайану его похоронили как полагается. Пришли все друзья Эдди, присутствовали представители больницы, а другие миллионеры города также почтили это событие своим присутствием. Оглашение завещания было назначено на следующий день после похорон, и дети пришли на него в своих лучших нарядах. Они смеялись и болтали всю дорогу. Однако, к их огромному удивлению, они были не единственными, кто присутствовал на чтении. Кроме них и их детей, там также присутствовали десятки людей. Там было шумно и полно людей, которых они никогда в жизни не встречали. Это было совсем не то тихое собрание, которого они ожидали. Джефф отвел Брайана в сторону и потребовал объяснить, что происходит. Брайан заверил его, что Эдди хотел пригласить всех этих людей. Для Джеффа это не имело смысла.
Никто из них не получал выгоды от завещания, поэтому им нечего было там делать. Но Брайан больше ничего не сказал и попросил его посидеть и послушать, как все остальные. Вскоре началось чтение, и с каждым словом сердца сыновей замирали. Каждый приглашенный получил не менее 100 тысяч долларов наличными или что-то равноценное. Медсестры и врачи, которые ухаживали за Эдди, также были включены в список получателей. 2 пациентов, которые подружились с ним во время пребывания в больнице, также получили наследство. Затем пришло время огласить завещание Джеффа, Дэна и Марка. И к их величайшему удивлению, все, что им оставил Эдди, это всего лишь по $1 каждому из них. Услышав это, Марк почувствовал слабость. Всего по $1 на каждого из них, а остальное состояние Эдди должно было пойти на благотворительность. Им также было приказано съехать из дома в течение следующей недели, потому что его недвижимость также шла на благотворительность. И если они откажутся, у Брайана будет разрешение выгнать их любыми необходимыми способами. Джефф поклялся оспорить завещание. Теперь они все были бедны и разорены. Он не имел права подвергать их таким пыткам. Брайан сказал, что все законно, поэтому обращение в суд не пойдет им на пользу. Их отец хотел, чтобы они знали, как трудно накапливать богатство, чтобы они стали больше ценить это. Деньги, которые они тратили на развлечения все это время, должны были считаться их наследством. Что касается внуков, Эдди не мог вынести мысли о том, чтобы наказать их за грехи их родителей, поэтому он учредил для них трастовые фонды, доступ к которым они могли получить только в возрасте 20 лет. Он хотел для своих внуков самого лучшего, но не был уверен, что их родители смогут это обеспечить. Верный своему слову, Брайан к концу недели выгнал всех детей Эдди из дома. Им пришлось переехать со своей семьей в пригород, и все они должны были найти работу. Для них это было ужасным ударом. Теперь им приходилось усердно зарабатывать каждый $1, и тратить стало намного труднее, чем раньше. Они сильно пожалели о своих действиях, но было уже слишком поздно. Дорогие зрители, а как бы вы поступили на месте Эдди? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.